Я очень рад, что в последнее время начало на русском языке появляться гораздо больше игр с глубокой повествовательной составляющей. Это игры приключений, которые вам надо играть партию за партией, проходя кампанию. И эти игры позволяют вам получить некий сериальный опыт. То есть опыт такого глубокого повествования, в котором ваши действия, которые вы сделали до этого, скажутся на том, что у вас будет в будущем. И когда вы из одной партии переходите в другую, продолжая сюжет, и тем самым получаете себе приключения. Возможно, конечно, я не наслушался сказок в детстве, но вряд ли. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geekmedia. На столе у меня сегодня звезды Акариуса. Это большое сюжетное космическое приключение, в котором вы будете молодыми пилотами, попавшими в не самую простую ситуацию, но тем не менее вам придется пройти через множество планет, множество знакомств, множество других рас и множество боев, для того, чтобы узнать, кто был виноват и как расквитаться за то, что ваша родная планета была уничтожена. Я постараюсь сегодня без спойлеров максимально, но тем не менее некоторые из них будут. Но это только те спойлеры, которые вы увидите прямо в базовых сюжетах, то есть в обучении и в первых миссиях. В этой игре каждый из вас возьмет на себя роль вот такого вот пилота. У него будет свой корабль, у вас будет вот целый полноценный планшетик. Могу сразу, забегая вперед, сказать, что звезды Акариуса — это не только космические тактические бои, которые вы видите сейчас на столе выложенные, это и путешествия по планетам, их исследования, где вы будете ходить вот этой вот миниатюркой вашего пилота, ну и также, соответственно, исследование космоса в огромном масштабе, перемещение между планетами и даже галактиками. Так что фактически эта игра состоит из трех составляющих, каждая из которых немного дополняет все остальные, создавая полноценный сюжет про перемещение вашего космического флота по галактикам, высадку на планетах и космические сражения. В том числе сражения на планетах тоже иногда будут. При этом в игре все построено таким образом, что планшет у вас нужен для всего этого один, кубики у вас используются одни и те же, и механики игры достаточно простые, а правила подойдут даже новичкам, потому что они настолько хорошо и понятно написаны, что с ними разберется практически любой. Давайте же потихонечку разбираться, как играть в звезды Акариуса. Разбираться мы начнем с небольшого предисловия к сюжету. Вы выпускники Акарианской академии космической, кадеты пока на данный момент, и вам остается всего лишь немного. Вам остается тестовый полет и представление перед капитаном Сомой. Это главный капитан академии, которая принимает всех кадетов. У капитана немножко мрачная история, потому что когда-то ее семью уничтожили ротанские налетчики, и она на своем корабле, который называется «Воробей», улетела и поквиталась с ними, уничтожив практически все сопротивление ротанцев и их правительств того времени. С тех пор ротанцы фактически вышли из союза Галактического Альянса, сбор которого как раз сейчас происходит на вашей родной планете Миделия. И вот, соответственно, пока на Миделе идет сбор Галактического Альянса, саммит целый, вы здесь сдаете свои экзамены. И ваш первый пробный вылет будет прямо происходить вот здесь. Начинается он с того, что вы только покинули борт вашего флагмана и корабленосителя Воробья. Как видите, что на горизонте появились ротанские перехватчики, ротанские истребители. Вот они как раз у вас здесь и находятся. И ваша первая будет миссия — избавиться от них. Первые миссии все будут на тактической карте, но это не значит, что вы не будете принимать никаких важных сюжетных решений. Правда, принимать вы их будете не в ходе самого боя, потому что когда кругом летят лазерные выстрелы и вы уворачиваетесь от космических торпед, не самый лучший вариант делать какие-то выборы, наверное. Кроме того, тех выборов, которые позволят вашему кораблю не получить повреждения. А выборы вы будете делать в конце сценария. Но давайте потихонечку сначала разберемся с этим, а потом с выборами, которые вам предстоят. Итак, у каждого игрока будет вот такой вот планшетик. На нем есть ваш жетончик персонажа, и при этом он будет переворачиваться вот на эту сторону, тогда, когда вы будете высаживаться на планету, и здесь будут другие параметры. Но на данный момент у вашего корабля три основных параметра. Это, соответственно, корпус, щит и стресс. Стресс фактически это ваш ресурс, который позволяет вам перебрасывать кубики и использовать кубики вот с таким вот стрессом, а не джокерные, для того, чтобы размещать их на те действия, которые вам нужны. Также у вас будет изначально вот без этой карточки, у вас будет одно специфическое оружие вашего корабля, один маневр специфический для вашего корабля, потому что все корабли разные не только тем, какие у них классы и какие у них стартовые параметры, но и тем, какие они дополнительные функции необычные кораблевые могут исполнять. Плюс, соответственно, у вас будет способность вашего пилота. Это вот такая вот карточка. А все происходить будет очень просто. Вы берете 4 кубика в начале каждого раунда, бросаете их, смотрите, что на них выпало,
и сможете размещать их у себя вот здесь, на картах и на карте пилота. Действовать все игроки в рамках своей фазы, то есть фаза действия игроков, могут в любом порядке, выполняя одно или все действия сразу, и даже может делать это одновременно, если вы хотите. Но лучше в первых раундах будет походить по очереди. И размещать можно кубики на различные ячеечки. И у нас есть ячейки, соответственно, для движения, ячейки для атаки, в том числе атака есть специального оружия. И есть специальное действие, которое позволяет кораблю починиться и вам дает некоторую передышку, в том числе избавиться от стресса. Как это происходит? Вот мой корабль стоит, вот он. И если, например, я хочу использовать это действие движения, я поставлю сюда вот один кубичек. И мой корабль полетит ровно так, как указано здесь. Вот он полетит на раз, два вперед и на 3 вперед. И здесь становится. Если я хотел бы применить вот это действие, то он полетел бы мой корабль вот так и повернулся потом вот сюда. Мог бы использовать вот это действие, и тогда мой корабль просто поворачивался на месте и разворачивался. При этом ячейки есть разные, это достаточно забавно. Есть ячейки, которые требуют от вас определенного символа на кубике. Есть ячейки, которые требуют от вас любого символа на кубике. При этом не забывайте, что кубик со стрессом, вот этот вот фиолетовенький, он является любой гранью. Но когда вы его ставите, вы поднимаете себе стресс на 1. Стресс — это достаточно плохая штука, потому что когда вы доходите до определенных граней, вы тянете плохие карточки травм, вот таких вот. И ничего хорошего обычно от этого не происходит, это карточки травм так называемые. Причем в ходе кампании вы будете, если будете погибать, то есть если ваш корабль будет взрываться или если ваш член экипажа будет терять сознание, вы будете зачеркивать себе специальные графы на вашем специальном листике персонажа. И с каждой травмой будете тянуть все больше этих карт, разыгрывать их, и это не очень хорошо. Так вот, и можно будет пострелять. У каждой стрельбы есть соответствующий какой-то паттерн, то есть такой узор, который позволяет вам наносить очки повреждения. При этом, чем дальше будут развиваться ваши корабли, а ваши корабли обязательно будут развиваться в ходе кампании, тем больше различных паттернов для атаки вы сможете получить. То есть, например, у меня сейчас есть атаки следующие. Базовая атака, которая позволяет перед кораблем стрелять вот в такое вот облако, то есть в любую часть его. У меня есть специальная моя атака, которая позволяет стрелять только на 3 клетки вперед, ну то есть там вот куда-то сюда. И есть атака, которая позволяет, вне зависимости от того, куда корабль повернут, стрелять, соответственно, максимум на 3 клетки, но сразу зато по 2 целям. Это прикольная турель, видимо, стоит у меня где-то наверху, как у Сокола Тысячелетия, и стреляет в любую сторону. Вот я ей хотел пострелять, и поэтому я поставлю сюда вот кубичек, для того, чтобы пострелять этой атакой. Он в 3 ячейках от меня, и будем разбираться, как это происходит. Сила моей атаки, как указано на карточке, 2. Это указано вот в таких вот треугольничках. И я после этого беру одну карточку модификатора атаки и вскрываю ее. Там есть нолики, плюсики, минусики, удвоение и промах. Это немножко напомнит Gloomhaven, работает колода приблизительно так же, вы модифицируете его. Я ему нанес 2 урона. Это у нас кораблик номер 1. Кораблик номер 1 у нас вон там, и он потерял бы себе 2 корпуса, потому что щитов у него нет. Множество атак имеют дополнительные способности. То есть вот эта вот атака, говорит о том, что я пробиваю щиты. Какие-то атаки будут подтягивать оппонента, какие-то будут сбивать ему радары, и он будет хуже по вам целиться. Какие-то будут его замедлять и не позволять ему передвигаться или поворачиваться и так далее. То есть все это как бы в игре есть, и в целом игра вот именно в этой части даже немного напоминает такой приятный кооперативный X-Wing, только с более простыми правилами и более простым планированием, потому что вам не надо заранее расставлять свои все кубики повсюду, покуда вы хотите поставить их, а потом только включать их. Вы каждый кубик можете расставлять отдельно. Один поставили, все хорошо. У вас осталось еще 3 остальные распределили, тоже все хорошо. И, соответственно, некоторые способности ваши будут требовать от вас еще того, чтобы у вас эта способность была заряжена. Это вот эти кубики энергии, вы тоже их тратите. Для того, чтобы их восстанавливать, вам надо будет отдыхать. Все вы летаете, после этого запускается искусственный интеллект ваших оппонентов. И для каждого вида кораблей, как видите, у нас 2 вида кораблей. У нас есть разведчики ротанские, Ронины разведчики, и есть ронинский фрегат, он такой большой, с желтыми щитами спереди. Для каждого из них есть своя специальная колода, вот такая вот, которая позволяет вам активировать их без того, чтобы игрок какой-то отдельно управлял против вас игрой. Скрывается по карточке для каждого типа, и эти карточки показывают, в принципе, искусственный интеллект корабля. И вот он говорит, соответственно, он сначала разворачивается, желательно так, чтобы видеть оппонента. Потом стреляет. Если он пострелял, то все, дальше двигается один раз и все. Двигается он по вот этому паттерну, стреляет по вот этому паттерну. Если он не пострелял, он сначала двигается, потом поворачивается еще раз, для того, чтобы видеть оппонента, и стреляет. То есть все достаточно просто, вы разыгрываете все эти фишечки, и надо еще посмотреть на карточки корабля, вдруг у него есть какая-то специальная способность при стрельбе. То, что он, например, вас подтягивает, накладывает на вас какой-то эффект негативный, или, может быть, пробивает вам щиты. Корабли двигаются, стреляют все вместе на вас, после этого выходите вы. То есть эта часть игры, она достаточно быстрая, динамичная и достаточно простая. Единственный момент в том, что, конечно же, карточки этих кораблей иногда заставляют вас удивляться тактике инопланетян. Потому что корабль какой-нибудь, который стоит вдали, он полетел не на вас, а полетел, например, в другую сторону, но, возможно, он, соответственно, хотел облететь астероид или, может быть, зайти к вам в спину. И, кстати, заходить в спину здесь очень выгодно, потому что, когда вы стреляете кораблю оппонента в спину, вы тянете вместо одной карточки 2,
и выбираете из них лучшую. В данном случае, конечно же, я промах бы не хотел потянуть, я выбрал себе +1. Также можно будет взять в захват цели на оппонента, если вы положили на него вот этот специальный маячок, по нему все ваши друзья будут стрелять и вы вместе лучше, потому что на нем лежит специальный кубик и так далее. Короче, много всего разного, что можно было бы делать в игре. Плюс, соответственно, есть элементы ландшафта космического. Вот этих планеты, которые нарисованы, они чисто для красоты. А вот все, что выкладывается в виде таликов на игровое поле, оно имеет значение. И там у вас, соответственно, будут астероиды, в которые залетать очень опасно для вашего корпуса. Небулы, то есть туманности, в которые залетать опасно для вашего щита, и при этом пофигу, если у вас щита нет. Будут планеты, которые надо будет облетать и так далее. При этом за астероидными полями можно прятаться от неприятеля, а ваши оппоненты всегда, как и в «Звездных войнах», летят сквозь астероиды, и, конечно же, в них иногда даже взрываются. Плюс, соответственно, у вас всегда есть ваш воробей, который может вам в некоторых миссиях даже помогать. Все ваши корабли будут рано или поздно получать улучшения в виде карточек новых орудий, в виде карточек новых двигателей и в виде карточек новых технологий. Эти технологии, эти способности корабля можно будет менять перед каждым боем. Воробей также получать будет некоторые способности в ходе кампании. При этом, соответственно, вы даже сможете купить себе новые корабли или получить их. При этом, если сам Воробей получает себе какой-то корабль, то любой игрок сможет, в принципе, им пользоваться, садясь в его кабину перед вылетом на миссию. Это достаточно прикольный, такой интересный элемент игры. Минички для кораблей всех этих есть. А еще вы будете в ходе игры также получать себе новых пилотов, за которых также сможет играть кто угодно и прокачивать их постепенно. Так вот, каждая миссия может для вас закончиться двумя вариантами. Поражение или победа. Игра построена по принципу fail to move forward. Это такой принцип, который говорит о том, что даже если вы провалили, вы все равно идете дальше. Просто вы получаете меньше всяких бонусов, но сюжет должен двигаться, потому что шоу должно продолжаться. Плюс вы, соответственно, обычно покалечились еще, и вам становится хуже с каждой следующей миссией, если вы много проигрываете. Но, соответственно, иногда также вам будут даваться некоторые варианты, как при победе, так и при поражении. И вот, в частности, здесь, в этой миссии, вас просят, подчинитесь ли вы прямому приказу командира Сомы или нет. И если вы подчинитесь или не подчинитесь, зависит от этого, вы запишите себе разные ключевые слова. Ключевые слова здесь тоже есть, они будут использоваться для разных вещей. Некоторые будут нужны для сюжетных вставок. То есть, например, если вы не подчинитесь, возможно, вас когда-то отругают. А если вы подчинитесь, возможно, вас когда-то похвалят. Или, может быть, наоборот. Скажут, что типа, блин, надо было не слушаться меня и так далее. Это вам самим выяснять. Я не буду спойлерить игру. А некоторые из них будут сделаны для того, чтобы вы не могли использовать одну и ту же вещь, например, бонусную, дважды. Так вот, после того, как вы разыграли первые несколько сценариев и увидели все, что можно сделать в космических боях теоретически на ваших базовых кораблях, вы передвинетесь к фазе исследования космоса. Исследование космоса выглядит абсолютно иначе. Для этого есть специальная книжка. Ваши кораблики уйдут. Вот так вот. Причем, смотрите, как здорово. Здесь хоп, и под него появилась ячеечка, как только корабль перевернется. Он типа ушел в ангар. Вы все еще летите на флагмане на вашем Воробье. Понятно, нет? Но теперь вам нужен космический атлас, так называемый. Этот атлас — это такой маленький буклетик, но каждый разворот в нем — это отдельная галактика. И я не буду показывать вам остальные. Вот это вот ваша стартовая галактика, в которой вы начнете. Ваш корабль Воробей начнет здесь. И вам дадут возможность сразу наклеить несколько вот таких вот наклеечек. Это наклеечки — это точки интереса в галактике, которые вы на данный момент разведали. То есть вот так вот, простите. И в частности, вы наклеиваете, когда у них рисуночек здесь совпадает с тем, что должно быть на игровом поле, у вас появляются некоторые точки интереса, на которые ваш космический корабль Воробей может полететь. Есть там точки, соответственно, которые у вас сразу обозначены как побочные, это голубенькие. Есть черные, которые это основного сюжета. Плюс будут точки, где вы сможете поторговать с кем-то, если у вас достаточно всяких ресурсов, которые вы могли бы использовать. И точки, где можно было бы что-то получить. В частности, если вы летите на какую-то точку интереса, которая является побочной, обычно у вас это будет какой-нибудь такой маленький абзац, парочка абзацев, где вам надо будет либо пройти, может быть, проверку, либо просто что-то получить. Но для перемещения между каждой точкой в галактике вы будете бросать такой вот кубичек и смотреть, что происходит с вашим кораблем. На 1, 2 или 3 вы тянете события конкретно этой галактики, и это такие специальные карты. Они с выбором также, и в зависимости от вашего выбора вы переворачиваете карточку и смотрите, что случилось от того, что вы выбрали. Это события. На 4, соответственно, у вашего корабля немножко кончаются ресурсы. На 5 каждый член экипажа получит себе дополнительную карточку, полезную, в колоду. А на 4 каждый член экипажа получит себе плохую карточку в колоду с промахом. Но, слава богу, эти карточки одноразовые, как только вы один раз промахнулись, эта карточка у вас из игры уходит обратно в общую колоду и так далее. И когда вы передвигаетесь по космосу, по всем этим разным точкам, во-первых, у вас будут открываться новые точки. То есть, например, вы долетели куда-то вот сюда, и вы видели, что находится дальше, там отметились у вас новые наклеечки, и, соответственно, можете лететь по ним дальше. А также у вас будут
все те же 3 вида миссий. Первый вид миссии — это миссия чисто повествовательная, где вам нужно быстренько принять какие-то решения и продвинуться, может быть, сюжетик немножко. А некоторые миссии будут космические, как вот это, то есть вы здесь сталкиваетесь с флотом ротанцев или даже флотами других существ, про которых вам предстоит выяснить в ходе игры. Потому что с некоторыми существами вы сможете договариваться дипломатически, а с некоторыми существами вам придется договариваться с помощью выстрелов, торпед, ракет и, возможно, даже таранов чужих кораблей. И бывают миссии с выскоками на планеты. На мой взгляд, это такие самые интересные для меня миссии, потому что они как раз расскажут вам исследование космоса. Если вам нравятся всякие сериалы по Стартреку, например, то как раз это вот то, чего вам, может быть, больше всего понравится в этой игре. Они выглядят абсолютно иначе. И здесь, внимание, сейчас будут спойлеры. Я покажу одну из планет, даже, может быть, парочку. Миссия высадки выглядит вот так вот. Это такая специальная колода карт. На каждую планету она уникальная. И вы открываете вот эту карту и высаживаетесь всеми своими членами экипажа на нее. На каждой карте есть так называемые точки интереса. И здесь у вас уже используется вот эта сторона вашего планшета. И здесь у вас будут несколько параметров у вашего пилота. Это будет сила, ловкость, его ум и, соответственно, его харизма. Они пригодятся вам в разных ситуациях. Изначально они достаточно маленькие у всех показатели, но даже в ходе одного сценария вы сможете получить себе к ним бонусы для того, чтобы их проходить. Но в целом, как бы, кубики вам всегда помогут, а игра играет с кубиками, потому что это такое классическое Амери. И вот что у нас есть изначально. Мы видим, опять же, вот эту вот карточку. Когда мы входим в миссию, да, в принципе, как и когда мы раскладываем вот эту штуку, мы используем вот эту книгу. Это огромный-огромный буклет, в котором рассказывает нам сначала про капитана Сому. Вот, кстати, как она выглядит, такая вот. Потом нам рассказывает нашу первую миссию, дает на нее полную расстановку. Потом вторая, третья, четвертая миссия и так далее. И рано или поздно вы дойдете до миссии, которая будет выглядеть вот так вот. Вот она, Луна Чосек. На эту луну вы отправляетесь, потому что там есть база, про которую я вам, опять же, не буду рассказывать, что там на этой базе, чтобы не спойлерить. У вас есть небольшая часть сюжета, которая говорит вам о том, что вам нужно сделать. Соответственно, вот он как раз срабатывает у вас триггер, если вы получили себе ключевое слово. Дальше продолжается сюжет. И дальше вы уже говорите: все, а теперь играйте здесь. И дальше мы играем по следующим правилам. Вот так вот у нас выглядит карточка. Если на этой карточке нарисована стрелочка, это значит, что мы можем пройти туда или туда. И на это мы потратим кубики. Но кубики теперь у нас тратятся немножко по-другому. Мы бросаем их не сразу перед базой, а мы говорим о том, что окей, я хочу использовать действие и пойти направо. На это я буду использовать 2 кубика. Я бросаю 2 кубика. Если на них выпадают те цвета, которые указаны на самом этом действии, вот как вы видите, вот здесь вот у нас указано желтый или оранжевый, я спокойно выполняю это действие, открываю карточку номер 2 и прикладываю ее сюда. И вот, как вы видите, я попал в некую базу. Сразу перемещаюсь вот сюда. И здесь у меня лежит такая вот ручка нарисована. Это значит, что мне нужно прочитать раздел 0.1 из параграфа этой конкретной планеты. Я его прочитаю. Это даст мне некоторое понимание о том, что меня окружает. И дальше я смогу уже более внимательно разглядывать карточку, потому что на самих карточках достаточно много всего нарисовано. И в целом, что вы там можете найти, вы видите на самих карточках. Вот здесь, например, там валяется пистолет какой-то, да, с каплями крови и еще с чем-то. Можно, соответственно, поизучать его. Вот он, глазик. Здесь вот, например, нужно будет пройти проверку силы. И видите, здесь только оранжевые кубики. Здесь что-то произойдет, причем эту проверку можно проходить много раз. И проверка силы будет происходить следующим образом. У меня есть одна сила, это значит, у меня уже есть один автоматический успех. Но вот я возьму, например, еще себе 3 кубика. И у меня выпало, ну вот, соответственно, один оранжевый. И я могу один свой стресс использовать как джокер. И вместе с моей силой у меня будет 3, и я прочитаю себе раздел номер 5. Таким образом, вы постепенно будете открывать себе карту планеты. Я не буду показывать вам первую, покажу вам подальше немножко, в надежде на то, что вы когда-нибудь потом забудете, как это происходит. И вот у вас, например, могут быть такие вот планеты. Постепенно у вас будет выкладываться целая огромная планета. На ней будут различные существа, у вас будут происходить там различные события, при этом на разных планетах они с немножко разной механикой. Вам будут встречаться и головоломки, и поиски кодов, и прохождение лабиринтов, и чего только нет, потому что мы не то, что прям слишком далеко прошли игру, но в целом в ней достаточно много всего разнообразного, что у вас на планетах может поудивлять. Планет, причем тоже все разные, и их достаточно много. И это, соответственно, третий вид миссии, который вы будете делать в игре. Как я вам уже показал, книжка сюжетов, она, скажем так, на 200-й странице заканчивается основной сюжет. Самих событий в игре огромное множество, при этом они разбиты на главы, и пролог вы проходите, пройдя только 5-й сценарий. Правда, один из сценариев первых вам придется пропустить по сюжету, но тем не менее. При этом, что я могу сказать, это такое приятное космическое приключение, даже в каком-то плане ролевая игра. Вы также будете прокачиваться, хотя прокачки у вас будет не так много, как, может быть, хотелось бы от некоторых игр, где вы играете прям персонажем. Но, с другой стороны, вы фактически играете не персонажем, а вы играете
некоторым флотом, то есть вы играете отрядом персонажей. Поэтому вы как раз можете в ходе игры менять персонажей с одного на другого, пересаживаться с одного корабля на другой и пользоваться их уже способностями. Вот ваш прокачка, ваш персонаж качается вот здесь, вот здесь, вот здесь, получая новые способности и добавляя новые карты в игру. И это очень приятная механика, потому что чем больше ваш пилот качается, тем больше, например, минус единичку он сможет выкинуть из себе из колоды, а плюс единичку или умножить или на 2 себе добавить. При этом каждый персонаж достаточно уникален, у него свои способности. Карточки персонажей, они все прям вот даже его портретиками помечены. И у меня, например, персонаж, который помогает другим, то есть это такой саппортный класс, класс поддержки. И он имеет возможность в ходе игры докидывать карточки вот такие вот, множителей 2, в колоду другим игрокам. То есть мы, например, начинаем все вместе рядом, я использую способность, сразу 2 игрокам докинул двоечки, во второй ход, если они недалеко от меня улетели, я докинул им еще двоечки, и им проще будет уничтожать оппонентов. Сам я, правда, от этого немножко коцаю свой корабль, но с другой стороны я смогу остановиться, пока они там воюют своими крутыми картами, смогу немножко остановиться и его починить. На планете же на высадке ваш персонаж в основном отличается только вот этими вот параметрами, которые у них есть, но иногда это достаточно важно. Это вот мой персонаж такой как бы мастер на все руки, у него все единички, а у некоторых персонажей есть там у кого-то 2 силы, у кого-то 2 мозга и так далее. И им будет проще проходить некоторые проверки, и на некоторые проверки реально лучше отправлять их. Там, когда особенно он говорит, что у вас там не желтый, а оранжевый, а именно, например, только желтый, и нужна третья сложность по мозгу, то как бы лучше отправить того, кто с этим разберется лучше, меньше кубиков потратит. Поэтому важный момент еще в высадке на планете, я не рассказал, это то, что у вас новые параметры, у вас также есть ваша жизнь, у вас также есть стресс и есть бодрость. Бодрость — это параметр, который снижается у вас каждый раунд на планете. И это как раз фактически ваш таймер, потому что как только вы потратили всю бодрость, у вас поднимается стресс, а как вы еще полностью стрессанули, то у вас, соответственно, начинает терять здоровье. И вот когда вы теряете здоровье, это уже прям плохо. Поэтому в каждой высадке на планете есть еще и таймер, который вас подгоняет не рассиживаться в одном месте, а стараться выполнить вашу миссию как можно быстрее. При этом даже первая высадка на планете вас удивит некоторыми новыми механиками, которые добавляют на игровое поле, не только теми, которые прописаны в правила, но и, соответственно, своим небольшим сюжетом, который заставит вас задуматься о том, все ли так хорошо было на вашей модели. Обязательно перед тем, как будете играть в игру, изучите историю капитана Сомы поподробнее. Мне кажется, там все не так просто. Так что если вы хотите себе хорошую сюжетную игру, любите научную фантастику, вам интересно исследование различных планет и загадки космоса, а также вы любите сериалы, в которых вам задают вопросы, а потом все-таки на них отвечают, то Stars of Aquarius или Звезды Акариуса вам вполне подойдет. И интересным бонусом игры является то, что фактически вы можете каждую партию играть не одним и тем же составом, потому что игра масштабируется под количество игроков, которые участвуют именно в данный момент в партии. И вы, кроме этого, можете еще модифицировать себе сложность, сделав игру немножко полегче или немножко посложнее, в зависимости от того, как вы играете. А я сам очень надеюсь, что мне удастся игру пройти до конца. Мне было бы интересно посмотреть, чем все это дело закончится, и, возможно, снять для вас один из тех роликов, которые поиграем за вас. И это все на сегодня, что я вам хотел рассказать. С вами был Юра, вы смотрели Geekmedia. Всем пока!